переходим на следующий ряд. После маркера 1, 2, 3 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И снова 10 лицевых. То есть раппорт этого рисунка в этом ряду будет состоять из 10 лицевых и 6 изнаночных. 10 лицевых на уровне кос, 6 изнаночных между косами. По этой схеме провяжите 4 ряда. Я связала 4 ряда и подошли к ряду, в котором опять у нас будут происходить изменения, а именно убавление петель и скрещивание. После маркера 1 изнаночная, 2 изнаночных, 3 изнаночную я переверну на другую сторону и провяжу ее вместе со следующей петлей лицевой, которая раньше относилась к раппорту косичек. То есть у меня опять осталось после маркера 3 изнаночных, но количество петель уменьшилось. Теперь берем спицу для вязания кос, снимаем 2 петли и убираем их за работу. С левой спицы провяжите 2 петли лицевыми. Верните с дополнительной спицы 2 петли на место. Провяжите их лицевыми. 1, 2. Снова берем дополнительную спицу, снимаем с левой спицы 2 петли, оставляем перед работой. Следующие 2 петли с левой спицы провяжите лицевыми. Верните с дополнительной спицы 2 петли на место и провяжите их как лицевые. От предыдущего раппорта у нас осталась 1 лицевая петля. Мы ее объединим, провяжем вместе со следующей изнаночной. Только я ее переверну, чтобы красиво нить ложилась. То есть в каждом раппорте у нас убавляется по 2 петли. Затем 1, 2, 3, 4 изнаночных провязали без изменения. Осталась 1 изнаночная. Я ее переверну и провяжу вместе с первой петлей от предыдущего раппорта. Она была лицевая. Я ее провяжу вместе с изнаночной. То есть количество изнаночных петель у нас не изменилось, осталось 6. А вот в лицевых петлях идет убавление, раппорт сужается, косичка сужается. Еще раз провяжем вместе. Сняли 2 петли на дополнительную спицу, убрали их за работу.
Следующие 2 петли лицевые провязали, вернули петли на место. По сути, произвели скрещивание петель. 2 следующих провязали как лицевые. И вторую половинку раппорта сняли 2 петли. Теперь оставили их перед работой. 1 лицевая, 2 лицевая. Вернули на место петли с дополнительной спицы. Провязали их лицевыми. 1, 2. И опять 1 петля, которая осталась от предыдущего раппорта, и изнаночная первая. Я ее опять поворачиваю, чтобы красиво лежала она в рисунке. И эти 2 петли я провязываю вместе. Ну и дальше опять изнаночные петли, последнюю изнаночную и первую лицевую провязываете вместе, и раппорт. Провяжите так до конца ряда. Так, мы молодцы. Закончили очередной ряд скрещивания. И переходим на следующий ряд. Здесь перекрещивания не будет, но будет убавка петель. После маркера 1 изнаночную провязываем, а следующие 2 изнаночные провязываем вместе. То есть у нас после маркера было 3 изнаночных петли, теперь останется только 2. Следующие лицевые петли провязываете как лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 лицевых. Теперь между раппортами косичек было 6 изнаночных петель. Должно остаться 4, потому что сразу после косички и сразу перед косичкой 2 изнаночных провязываем вместе. 1, 2, 3. И оставшиеся 2 изнаночных тоже провязываем вместе. Остается 1, 2, 3, 4 изнаночных петли. Давайте еще раз. Косичку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь между раппортами косичек было 6 изнаночных петель. Должно остаться 4, потому что сразу после косички и сразу перед косичкой 2 изнаночных провязываем вместе. 1, 2, 3. И оставшиеся 2 изнаночных тоже провязываем вместе. Остается 1, 2, 3, 4 изнаночных петли. Ну, вот так провяжите до конца ряда. У вас должно оставаться 4 изнаночных. Здесь 8 лицевых. Довязали ряд. В следующем ряду тоже будет убавка. 2 изнаночных, которые у нас были после маркера, провязываем вместе как 1 изнаночную. Лицевые без изменения. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
между косами было 4 изнаночных петли. Первые 2 провязываем вместе изнаночной, и следующие 2 провязываем вместе изнаночной. То есть было у нас между косами 4 изнаночных петли, останется 2. Еще раз. Лицевые 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 на уровне косы. И здесь 4 изнаночных было. Теперь первые 2 вместе как изнаночную, и следующие 2 вместе как изнаночную. Так провяжите до конца ряда. Следующие 3 ряда вяжем по рисунку. Поскольку наша работа становится все уже и уже по объему, нужно будет либо перетягивать пополам, делать работу на спице, чтобы перетягивать удобно, либо вот я попробую вязать дальше на таких спицах гибких для вязания. Вот они такие коротенькие, гибкие. Вообще их рекомендуют для вязания носков, рукавов, гетры можно на них вязать. Но и верх шапки я тоже попробую на них перейти. Сейчас мы будем вязать 3-й ряд после последнего скрещивания петель. Здесь изменений не будет. То есть вяжите по рисунку. Изнаночная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 лицевых, 2 изнаночных, 1, 2, опять 8 лицевых, 2 изнаночных, 8 лицевых, 2 изнаночных. Провяжите так полностью весь ряд. Так, переходим к следующему ряду. В этом ряду у нас будет убавление петель и скрещивание. Убавление начинаем с первой петли, которая была после маркера, изнаночной, и захватываем одну петлю от косички. Провязываем их вместе как изнаночную. Теперь делаем скрещивание. Одну петлю сняли на дополнительную спицу, убрали за работу, 2 лицевых с левой спицы, вернули с дополнительной одну петлю, провязали ее лицевой, следующую половинку, одну петлю сняли, оставили перед работой, 2 лицевых с левой спицы, вернули дополнительную, провязали ее лицевой. Перекрещивание сделали. От предыдущего раппорта косички осталась одна лицевая петля. Я опять вот эту изнаночную перекручу на эту сторону, на другую, чтобы красиво она лежала. И эти 2 петли, первую изнаночную и последнюю лицевую, провязываю вместе как изнаночную. Точно так же смотрите дальше. У меня есть одна изнаночная петля и первая петля от косички. Я переворачиваю изнаночную и провязываю 2 петли вместе изнаночной. То есть между косичками у нас по-прежнему останется 2 изнаночных петли. И делаем еще один раппорт вместе.
одну петлю сняли на дополнительную спицу, убрали за работу, 2 лицевых с левой спицы, вернули с дополнительной одну петлю, провязали ее лицевой, следующую половинку, одну петлю сняли, оставили перед работой, 2 лицевых с левой спицы, вернули дополнительную, провязали ее лицевой. Перекрещивание петель закончили и переходим на участок между косичками. Опять я переверну петельку. Вы можете не переворачивать, как хотите. Я вот уже, рука у меня так вот просит перенадеть изнаночную. Перенадела и связала крайнюю лицевую и первую изнаночную вместе изнаночной. И точно так же здесь перенадела и 2 петли провязала вместе. Вот по такой схеме провяжите весь ряд. Закончили скрещивание петель, перекрещивание петель. Теперь следующие 2 ряда вяжите так, как смотрят петли по рисунку. Первая изнаночная после маркера. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых. Один, 2, 2 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6 лицевых, 2 изнаночных. Довяжите так ряд, 6 лицевых, 2 изнаночных, и еще один также свяжите. То есть у нас должно быть 2 ряда связаны по рисунку. Вот я закончила вязать эти 2 ряда. Теперь смотрите, 2 ряда, кому как ударение, чтобы вопросов не было. Теперь вот смотрите, вот такой момент. Я переносила на левую спицу, вот при окончании ряда, здесь я заканчивала косичку, а обе лицевые петли у меня были на следующей спице. То есть для удобства вязания там были петли объединены. Теперь вот смотрите, вот эту петлю первую изнаночную, я ее тоже провяжу. И то есть в провязку второго ряда этим раппортом, этим рисунком я закончу вот на первой изнаночной петле и перенесу ее на правую спицу. Так проще, да? Потому что дальше рисунок будет так формироваться, что вот первые 2 петли косы, первая петля косы и последняя петля косы будут объединяться с изнаночной петлей между косами, междурядье будет объединяться, поэтому для рисунка это важно. То есть вот закончила второй ряд и с левой спицы еще одну петлю сюда перенесла, провязала ее и только теперь закончила ряд. И вот следующий ряд будет уже формироваться таким образом, что здесь будет и убавка петель, и скрещивание петель. Начнем с того, что первую петлю между косами и первую петлю непосредственно косы я провяжу вместе изнаночной петлей. Ну, вы можете сразу провязать, а я вот эту петлю поверну
чтобы она красиво легла, можете тоже повернуть. И теперь 2 вместе провяжу изнаночной. Вот, убавку в начале косы провели. Теперь делаем скрещивание петель. Одну петлю сняли и оставили за работой. Одну петлю с левой спицы провязали лицевой, вернули с дополнительной спицы лицевую на левую спицу, тоже провязали ее лицевой, далее одну петлю с левой спицы сняли, оставили перед работой, следующую петлю с левой спицы провязали лицевой, вернули с дополнительной петли, с дополнительной спицы на место и тоже провязали ее лицевой. То есть фактически в этом ряду на косе у нас останется 4 лицевых петли. Теперь крайнюю левую петлю косы предыдущего раппорта нужно провязать вместе с одной изнаночной между косами. Я вот ее опять поверну на другую стеночку и провяжу вместе 2 петли, то есть последнюю петлю косы и первую петлю междурядья изнаночной. Давайте еще раз. Изнаночная междурядье первая, я ее поверну, и первая лицевая от косы провязала вместе изнаночной петлей, то есть проходит убавка, сужение нашей шапки. Дальше одну петлю снимаете, оставляете за работой, одну вяжете лицевой, возвращаете с дополнительной спицы одну петлю, вяжете ее лицевой, хлопотные, видите, узкие ряды уже идут. Одну петлю сняли, оставили перед работой, одну петлю провязали лицевой, вернули с дополнительной спицы одну петлю, провязали лицевой и оставшуюся крайнюю петлю от косы предыдущего раппорта провяжу вместе с изнаночной петлей междурядья. Поверну сначала ее. И провязала вместе. Вот так. Вяжите дальше по этой же схеме, то есть вот эту первую изнаночную и первую лицевую провяжите вместе изнаночной и дальше по рисунку. В конце ряда встретимся. И заканчивая ряд убавления петель и скрещивания, я опять захвачу первую петлю нового ряда, провяжу ее изнаночной и перенесу на правую спицу, на которой мы заканчивали ряд. Почему? Потому что дальше, когда будет следующая убавка, нам нужно будет, чтобы эти петли находились здесь вместе, рядышком. Но особо эта роли здесь не сыграет. Теперь следующие 2 ряда мы должны связать по рисунку, то есть как лежат петли. Лицевых в косе у нас осталось только 4. 1, 2, 3, 4. Между косами 2 изнаночных. Опять вяжите так, какая стенка петли лежит ближе к вам, чтобы петли не скрещивались и рисунок красиво ровно ложился. 2 изнаночных, 4 лицевых, 1, 2, 3, 4.
Ну и далее 2 изнаночных и по рисунку. Таким образом провяжите всего 2 ряда. Вот первый мы уже почти закончили, да, половинку. И довяжите его до конца. И еще один точно такой же. И снова встретимся. Так, провязала 2 ряда и поняла, что я поторопилась перенести обе петли изнаночных на эту спицу. Так, давайте я ее сейчас верну. То есть я уже ее провязала, но я ее сейчас вот верну на левую спицу и уберу эту провязку. То есть я ее распущу, эту связанную петлю, и верну на место. Ну, при провязке 2 рядов это никакой роли не сыграло, но вот в следующем ряду у нас будет здесь опять скрещивание петель и убавка петель, и я поняла, что я поторопилась ее туда перенести. Почему? Потому что первый элемент этого ряда это будет провязывание вместе одной изнаночной петли и первой лицевой петли от косы. То есть у нас опять остается одна изнаночная, но за счет того, что мы ее провязываем вместе с одной лицевой. Так, что дальше? Дальше у нас остается 2 лицевых петли центральных, которые мы между собой будем скрещивать по принципу одной петли перед работой. То есть одну петлю мы оставляем перед работой. Вторую петлю провязываем, возвращаем с дополнительной спицы на место и тоже провязываем как лицевую. Все, скрещивание проведено, и следующая лицевая петля, которая была крайней в этой косе, будет провязана вместе со следующей изнаночной. Я ее поворачиваю. 2 петли вместе будут провязаны как изнаночные. То есть после этого ряда у нас от косы остается только 2 лицевых петли. Еще один раппорт провяжем. Изнаночную повернула и связала ее вместе с первой лицевой петлей от косы. Следующие 2 петли скрещиваю между собой, причем первую петлю оставляю перед работой. Провязываю следующую петлю с левой спицы, возвращаю петлю с дополнительной, провязываю ее как лицевую, и следующие 2 петли я провяжу вместе, но сначала я поворачиваю изнаночную на нужную мне сторону и 2 вместе. Вот так. После того, как вы выполняете этот рисунок, одно скрещивание и одно убавление в начале, одно убавление в конце, у вас остается от раппорта 4 петли. 1 изнаночная, 2 лицевых, 1 изнаночная. Провяжите так ряд до конца и снова встретимся. Поторопилась попрощаться. Вот тут как раз таки, вот тут нужно будет объединить. У меня же на разных спицах вязание, да, и у вас, если на круговых, то оно располовинено по центру. Поэтому смотрите, я вот эти 2 петли, первую изнаночную и первую лицевую, провязала вместе. А теперь вот эту петлю, следующую, да, я ее вот сделаю вот так. Этот ряд оставляю, поворачиваю работу. И вот на ту спицу, которая теперь становится левой, я вот эту петельку надену. Почему это важно? Потому что это как раз 2 центральных лицевых петли, которые я буду скрещивать между собой. Поэтому это важно. Теперь я ее переснятую петлю я ее снимаю на дополнительную спицу, оставляю перед работой. Следующую петлю провязала лицевой,
вернула с дополнительной спицы. Тоже вяжу ее как лицевую. И следующие 2 петли, крайнюю лицевую и первую изнаночную, которую я опять повернула, провяжу вместе. Ну и тут уже опять изнанка с первым лицом вместе. Первую снимаю, вторую лицевой, первую возвращаю, лицевой, лицевая с изнанкой вместе 2 петли. Ну и тут уже вот довяжите, одно скрещивание осталось. Закончили перекрещивание петель и убавку. Теперь следующий ряд очень легкий, провяжите его весь изнаночными петлями. У меня получается 1, 2, 3, 4. От каждого раппорта 4 изнаночных петли остается. 1, 2, 3, 4. Это у меня петля пойдет к следующему раппорту. Провязать, перенести. Ладно, потом перенесем. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Вот что получилось. Следующий ряд идет убавка. Все петли у нас провязаны изнаночными. И сейчас ваша задача каждые 2 петли провязать вместе. 2, 2, 2. Я не перевешала петли, да, и вот неудобно за переднюю стенку. Вот если вот так вот сделать, смотрите, то есть заднюю стенку вот сюда перевесить вперед, то смотрите, как удобно спица. Вот чик, и захватила. Две вместе. Вот эту петлю я перекину сейчас на другую спицу, потому что нам нужно четное количество петель. Проще сделаю. Так, сразу переверну вторую тоже.
И также продолжаете по 2 петли вместе. Так, закончили. Осталось на этой спице 4 петли и на этой 6 петель. Эти оставшиеся петли просто стягиваете. То есть отрезаете нитку. И протягиваете этот кусочек, хвостик, через все петли. Так, с одной спицы собрала все петли. И со второй. Вот все, я собрала все петли на ниточку и затягиваю. Вот получается вот такая звездочка. Теперь крючком перетягиваете нитку на другую сторону. И здесь закрепляете здесь. Протягиваете по кругу, закрепляете. Вот такая получается наверху у нас макушечка. Итак, вот это впереди шапочка. Вот эта шапочка так выглядит сбоку. Ушки. И на спине. То есть на уровне затылка узенькая часть
Что теперь нужно сделать? Я не знаю, уже, наверное, ваше внимание не стоит задерживать. Если вы эту шапку будете носить под капюшон, значит, вот так ее и оставляете. Если вы эту шапку будете вязать из толстых теплых ниток, так что ребенок будет ее носить без капюшона, то здесь делаете бубон. Как делать бубон? Миллион видео в интернете есть. И точно так же вот здесь. Остаток нитки протянете крючком, спрячете. Если вам нужны завязки, здесь набираете 4 петельки и вяжете шнурок. Тоже миллион видео в интернете, не будем на это тратить время видео. Все, шапка готова. По сантиметрам это будет зависеть от того, какая голова у вашего ребенка. То есть, если ребенок, допустим, крупный, то вот смотрите, да, спокойно надеть можно на где-то 54 размер. Если ребенок меленький, совсем крохотный, можно на одну косу меньше вязать. То есть тут уже смотрите, как вам по размеру. В принципе, тут несложно раппорт пересчитать. То есть, если вы одну косу уберете, да, то у вас получится вот такая шапочка, где-то на 48 сантиметров, где-то примерно. Ну вот, пожалуй, все. Следующее видео я сделаю такую же шапку для более взрослого ребенка будет. И так, ну давайте все-таки вместе сделаем завязку. Я беру тоненькие спицы, чтобы завязка была мелким рисунком, плотным. И здесь, в зависимости от шапочки, вы уже решаете, насколько толстая у вас должна быть завязка. Ее можно сделать из 4 петель, можно из 6 петель. Давайте сделаем из 6. Крючком я воспользуюсь для равномерного набора петель. Завяжу узелочек между хвостиками, чтобы он не распускался дальше. Три. 4. 5. 6. Вот по краешку я набрала 6 петель. Завязку будем вязать поворотными рядами. То есть вот набрали петли, поворачиваете работу, первую петлю сняли, вторую провязали как лицевую. Теперь нить перекидываете вперед, следующую петлю снимаете как изнаночную, возвращаете нить на место, провязываете следующую петлю как лицевую, убираете спицу назад за петлю, нить перекидываете перед собой, следующую петлю снимаете как изнаночную, не провязываете, возвращаете нить на место и эту петлю провязываете уже как лицевую. Так, теперь снова поворачиваете работу,
Первую петлю сняли, вторую провязываете как лицевую за ту стеночку, которая на вас смотрит. Следующую петлю снимаете, но сначала нить перекиньте вперед сюда, чтобы она перед петлей была. Сняли. Следующую вяжете как лицевую. Опять нить вперед. Петлю снимаете, не провязывая. И крайнюю петлю провязали как лицевую. Я, видите, широкие завязки решила сделать, чтобы удобно было завязывать, чтобы не скручивались. Давайте еще один ряд сделаем вместе. Первую петлю снимаете, вторую провязываете как лицевую. Нить перед собой, следующую петлю снимаем. Лицевая, нить перед собой, снимаем. То есть, когда снимаете петлю, нить всегда перед петлей должна быть. И лицевая. Вот за счет того, что мы вот такие съемы делаем, у нас получается двухсторонняя такая вязка, как полая резинка наподобие вяжется, да. Вот точно так же у нас формируется завязка. Она вот такая широкенькая будет. Если хотите, чтобы она узенькая была, наберите только 4 петли. Теперь вот от этого момента, вот этот хвостик мы спрячем внутрь, с крючком уберем, чтобы красиво было. Здесь мы тоже вот все на ушках спрятали. Ничто не торчит у нас ничего от прошлой работы. И теперь вот таким способом провяжите завязку такой длины, которая вам необходима. Провяжите нужной вам длины завязку. Она такая вот объемненькая получается. И закройте петли любым известным для вас способом. Через провязанную петлю вытяну следующую. Так, нитка должна быть позади. Провяжу ее как лицевую. Снова надеваю на левую спицу. Через нее вытягиваю следующую петлю. Надеваю на левую спицу. Провязываю ее лицевой. Надеваю на левую спицу. Через нее опять протягиваю следующую петельку. Провязываю ее. Надеваю на левую спицу. Опять через нее протянула следующую петлю и провязала. Крайняя петелька. Точно так же через нее протягиваю рабочую нить и обрезаю ее. Все, работу завершили. Крючком подтягиваете нитку и на любом расстоянии
заводите крючок и прячете нитку внутрь. Все, завязка готова. Она очень эластичная, удобно будет завязывать. И вот что у нас получилось. Вот такая шапка. Это вид спереди. Завязки. Это вид сзади. Это вид сбоку. Тушки. Она еще не сделана тепловая влажная обработка. И завязки. На куклу, что ли, надеть ее? Ну, кукла у меня маленькая сильно. Да. Непонятно будет. Кукла маленькая. Ну все, шапка готова. Вяжите с удовольствием для своих малышей. Следующую шапку мы свяжем побольше размер на более взрослых детишек и сделаем ее без ушек.